Как Соединенные Штаты Америки по-настоящему сокрушили военную машину оси во Второй мировой войне. Не просто танками, а самым разрушительным и математически точным артиллерийским арсеналом в истории человечества. От высокомобильных десантных горных гаубиц до сотрясающих землю 240 миллиметровых осадных орудий Black Dragon. Это полная техническая ДНК американской артиллерии Второй мировой войны. Начнем с полевой артиллерии Соединенных Штатов. Она была основой американской огневой поддержки, построенной на принципах мобильности, массового производства и строго засекреченной системы Центра управления огнем. 75 мм ПЭК Howitzer М1, известная также как М116. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 381 метр в секунду. Дальность стрельбы 14-килограммовым осколочно-фугасным снарядом около 8790 метров. Это орудие было узкоспециализированным. Оно проектировалось с расчетом на быструю разборку на 6-9 отдельных вьючных нагрузок для перевозки на мулах. При развертывании совместно с воздушно-десантными частями вся гаубица целиком сбрасывалась с транспортных самолетов С-47 в 9 отдельных плотно набитых цилиндрических парашютных контейнерах. 105 мм Howitzer М2А1. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 472 метра в секунду, максимальная дальность около 11270 метров, при весе снаряда около 15 килограммов. Орудие использовало уникальную систему полуфиксированных боеприпасов. Артиллеристы могли вручную регулировать пороховой заряд, извлекая любой из 7 модульных пучков пороха, чтобы точно рассчитать баллистическую траекторию при навесной непрямой или настильной прямой наводке. 105 мм Howitzer М3. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 311 метров в секунду, максимальная дальность около 7590 метров. По сути, это было франкенштейновское решение, призванное снизить вес орудия для пехотных артиллерийских рот. Инженеры-оружейники физически укоротили стандартный ствол М2А1 на 68 сантиметров и установили его непосредственно на более легкий лафет с раздвижными станинами от 75 мм ПЭК Howitzer. 4,5 дюйма Gun М1. Технические характеристики. Калибр 114 мм. Начальная скорость снаряда около 832 метров в секунду. Дальность стрельбы около 19300 метров. При всей своей мощи орудие использовало тот же лафет М1 с раздвижными станинами, что и 155 мм Howitzer, что порождало огромную логистическую путаницу на передовой. Вдобавок, его 25-килограммовый снаряд изготавливался из низкосортной стали, что обусловливало печально известную неэффективную картину фрагментации по сравнению со 105 миллиметровыми и 155 миллиметровыми боеприпасами. 155 миллиметровый Howitzer М1 – стандартное орудие среднетяжелой поддержки для сил США. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 564 метра в секунду, дальность около 14950 метров. Для заряжания использовался сложный резьбовой прерывистый затвор. Чтобы обеспечить точность стрельбы, расчет орудия был вынужден механически вывешивать весь лафет на центральном огневом основании. Это снимало значительную нагрузку с пневматических колес и позволяло достигать максимального угла возвышения в 63 градуса. 155 мм Gun М1 и М2, повсеместно известная как Long Tom. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 853 метра в секунду. Орудие забрасывало 43-килограммовый бронебойный снаряд на дальность до 23 510 метров, почти 24 километра. Массивный лафет с раздвижными станинами оснащался уникальной двухосной 8-колесной тележкой. При переходе в боевое положение вся колесная система механически поднималась, и стальное брюхо лафета плотно опускалось на землю, чтобы поглощать чудовищную силу отдачи. 8 дюймов Howitzer М1. Технические характеристики. Калибр 203 мм. Начальная скорость снаряда 594 метра в секунду. Дальность около 16930 метров. Несмотря на применение снаряда весом почти 91 килограмм, именно это орудие полевые командиры считали наиболее точным во всем американском арсенале. Оно пользовалось высокой репутацией при контрбатарейной стрельбе по замаскированным немецким артиллерийским позициям. 8 дюймов Gun М1.
Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 866 метров в секунду. Дальность ошеломляющая около 32 560 метров при снаряде весом около 109 килограммов. Это орудие сверхдальнего боя порождало столь катастрофическое давление в камере, что страдало от экстремального износа ствола. Задокументированный ресурс трубы составлял всего 400 выстрелов полным зарядом. После этого нарезы настолько деградировали, что точность полностью терялась и ствол подлежал замене. 240 мм Howitzer M1, официальное прозвище Black Dragon. Технические характеристики. Крупнейшее полевое орудие, развернутое армией США во Второй мировой войне. Начальная скорость снаряда 701 метр в секунду. Дальность около 23 090 метров при снаряде весом около 163 килограммов. Установка этого монстра в позицию представляла собой целый инженерный проект. Для транспортировки требовались два массивных 38-тонных быстроходных тягача. Полевая сборка предполагала использование специального 20-тонного автомобильного крана и вырытого в земле глубокого котлована для гашения отдачи. Далее рассмотрим противотанковую артиллерию Соединенных Штатов, орудия, специально предназначенные для борьбы с наступающими немецкими бронетанковыми силами. 37 мм Ган М3. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 884 метра в секунду. Пробиваемость 36 мм закаленной брони на дистанции около 460 метров. Это было одно из немногих американских буксируемых орудий, достаточно легких для стрельбы прямо с колес. В засадных ситуациях отчаявшиеся расчеты могли открывать прицельный огонь, не вбивая тяжелые стальные сошники в землю. 57 мм Ган М1. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 823 метра в секунду. Пробиваемость 74 мм брони на дистанции около 915 метров. Поскольку орудие являлось точной лицензионной копией британской 6-фунтовки, спроектированной исключительно для уничтожения танков, отдел вооружения поначалу отказывался производить для него осколочно-фугасные снаряды. Это серьезно ограничивало его тактическую эффективность против окопавшейся пехоты вплоть до конца 1944 года. 3-дюймовая Ган М5. Технические характеристики. Калибр 76,2 мм. Начальная скорость бронебойного снаряда около 792 метров в секунду. Орудие было создано путем установки тяжелого зенитного ствола на стандартный гаубичный лафет. Весило оно более 2180 килограммов, что делало нагрузку на станины столь непосильной, что стандартный расчет был практически не в состоянии физически разворачивать орудие в грязи для отслеживания быстро маневрирующих немецких танковых частей. Переходим к зенитной артиллерии Соединенных Штатов. Эти орудия формировали жизненно важные сети противовоздушной обороны и нередко использовались для уничтожающего прямого огня по наземным целям. 40 мм Automatic Gun M1, легендарный Bofors. Технические характеристики. Автоматический темп стрельбы 120 выстрелов в минуту, максимальный потолок около 7010 метров. В отличие от европейских версий с ручным наведением, основной американский армейский вариант был соединен с высокоразвитой системой наведения Garrison Director. Она использовала электрогидравлические сервоприводы для автоматического наведения и подъема орудия на основе данных отдельного аналогового баллистического вычислителя. 90-мм анти-Aircraft Gun М1, М2 и М3 – основное американское тяжелое зенитное орудие. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда 823 метра в секунду, потолок около 10 300 метров, при снаряде весом около 10,5 килограмма. В паре с микроволновым радаром и строго засекреченным радиовзрывателем переменного времени в 1944 году американские 90-мм батареи, прикрывавшие союзнические порты, достигали ошеломляющей вероятности поражения 89% немецких крылатых бомб В-1. 120 мм анти-Aircraft Gun М1, известная как Stratosphere Gun. Технические характеристики. Начальная скорость снаряда около 945 метров в секунду, потолок около 17 500 метров. Для управления катастрофической отдачей при выбросе снаряда весом около 23 килограммов в стратосферу орудие использовало сложный гидропневматический механизм с переменным откатом. Он автоматически укорачивал длину отката на
на больших углах возвышения, не давая массивному стальному затворному блоку силой ударяться о землю. В заключение рассмотрим береговую оборону и железнодорожную артиллерию Соединенных Штатов. Колоссальные инженерные шедевры, призванные защитить американскую родину от морского вторжения. 16-дюймовый ГАН Марк-19 и Марк-2. Технические характеристики. Калибр 406 мм, начальная скорость снаряда 823 метра в секунду, способность отправить 1225-килограммовый бронебойный снаряд на дальность свыше 40 километров. Только пороховой заряд весил около 374 килограммов. Этот порох в обязательном порядке загружался в 6 отдельных мешков из натурального шелка. Шелк сгорает мгновенно и полностью, не оставляя тлеющих остатков ткани в камере, которые могли бы вызвать преждевременную детонацию следующего заряда и уничтожить орудие. 14 дюймов М219 Railway Gun. Технические характеристики. Калибр 356 мм, начальная скорость снаряда 853 метра в секунду, дальность около 40 600 метров. Поскольку орудие монтировалось непосредственно на железнодорожную платформу, массивный затвор при больших углах возвышения упирался в рельсы. Для достижения максимального угла возвышения в 50 градусов саперы были вынуждены вручную рыть глубокий котлован прямо под полотном между шпалами. 8-дюймовый ГАН М8 на железнодорожном лафете. Технические характеристики. Переоборудованное орудие эпохи Испано-Американской войны с максимальной дальностью около 12 800 метров. Стрельба из этих тяжелых орудий при повороте на 90 градусов перпендикулярно железнодорожному полотну без предварительного закрепления тяжелых аутриггеров в грунте была сопряжена с серьезным риском опрокидывания и полного схода с рельсов всей многотонной платформы от чистой необузданной силы отдачи. Это механический каталог победы союзников, экстремальная инженерия, смертоносная баллистика и грубая огневая мощь, определившие эпоху индустриальной войны. Подпишитесь и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые технические погружения в машины войны.